Всем привет! У меня отличные новости для фанатов фильма «Дюна», потому что сегодня мы с вами повторим эффект энергетического щита именно из этого фильма. В фильме он выглядел вот так. А мы с вами сейчас создадим вот такой эффект. Мне кажется, очень даже похоже. Ну что ж, а прежде чем мы начнем, я хотел бы напомнить, что на канале проходит конкурс, победитель в котором получит очень крутой плагин, который служит для ретуши лица и работает на основе искусственного интеллекта. Подробности конкурса ровненько в предыдущем видео на канале, поэтому рекомендую ознакомиться и участвовать в конкурсе. Поверьте, это не формат суши за репост, все гораздо интереснее. Ну что же, а теперь давайте откроем DaVinci и сделаем эффект щита. Сегодня мы сделаем вот такой эффект, который присутствовал в фильме «Дюна». Это вот эффект вот этого щита. Видите, щит такого синеватого цвета, он колеблется влево-вправо, то есть по горизонтали. И если приблизить, он повторяет контуры несколько раз героя, который этим щитом, собственно говоря, обладает. Я выбрал футаж с двумя фехтовальщиками. Я думаю, он неплохо подойдет в данном случае. Ну что же, ставим Playhead напротив футажа и открываем Fusion. Первое, что нам понадобится, это нода Magic Mask для того, чтобы отделить персонажей. Итак, подключаем желтый вход ноды Magic Mask, выход ноды Media In, выведем Magic Mask в правый вьювер, выберем качество бета и нарисуем вот такой штрих на одном из персонажей. В общем, неплохо выделился персонаж, и теперь нам нужно оттречить эту маску в обе стороны, поэтому нажимаем кнопку Track Forward, then Reverse и просто ждем. Итак, готово, трекинг завершился, теперь давайте приступать к созданию щита. Нажимаем Shift пробел и добавляем ноду Duplicate. Давайте поставим количество копий 4. С помощью этой ноды мы и создадим вот этот вот эффект, как в самом фильме, когда щит повторяет контуры персонажа. И давайте немножко увеличим размер. Давайте выведем ноду Duplicate в левый вьювер и вот так увеличим размер. Ну, где-то 1,2 будет достаточно. И вот смотрите, что мы получаем. Но, видите, у нас, по сути, увеличение идет в одну сторону, а нам нужно, чтобы персонаж увеличивался во все стороны. И за такой эффект отвечает параметр pivot. Видите, если мы его поставим на персонажа, то у нас будет увеличиваться относительно пивота. По умолчанию он стоит в центре экрана. И для того, чтобы он всегда был на персонаже, потому что персонаж у нас, видите, делает выпад, то есть перемещается, нам нужно как-то его прикрепить к нему. Анимировать вручную это не очень удобно, поэтому мы воспользуемся трекером. Давайте нажмем Shift пробел и добавим ноду трекер. Вот только подключать мы ее будем не к Duplicate, а подключим вот на этот пайп после ноды Media In и перед нодой Media Out в данном случае. Если у вас бесплатная версия, то вы будете использовать Point Tracker. Если у вас версия Studio, то можно использовать IntelliTrack. В целом разницы особой нету в том, как их использовать. Ну и вообще, как использовать трекер, я уже не единожды рассказывал в своих видео. Можете поискать на канале. Теперь нам нужно выбрать, что именно мы будем тречить. Я думаю, что можно прицепиться вот здесь к шлему. И давайте попробуем. Нажимаем кнопку Track Forward then Reverse и ждем, пока трекинг завершится. Итак, трекинг закончился, линия достаточно плавная. В некоторых местах немножко дергается, но это ничего страшного, потому что щит у нас будет виден не на протяжении всего футажа, он будет появляться и исчезать. Так что здесь ничего страшного. Теперь возвращаемся к ноде Duplicate.
Там, где у нас Pivot X, нажимаем правой кнопкой, Connect to, Tracker 1 IntelliTrack Pass и выбираем Position. И теперь у нас Pivot привязан к положению трекера. Давайте выведем его в левый вьювер и видите, теперь у нас увеличение идет, по крайней мере, от персонажа, а не куда-то в бок. Теперь, так как то, что создано нодой Duplicate, это и будет сам щит, нам нужно это дело покрасить. Поэтому добавляем ноду Color Correction. И вот здесь вот эту букву M двигаем в сторону такого синего либо бирюзового цвета. Давайте выведем Color Correction в левый вьювер, и мы получим вот такой результат. Я думаю, что вот такого цвета будет достаточно. А сейчас давайте придадим движение нашему щиту. Возвращаемся к ноде Duplicate. Но для начала давайте сделаем его немного прозрачным, потому что щит, как вы видели в кино, имеет некоторую прозрачность. Давайте здесь уменьшим Blend где-то до 0,7. Вот так, видите? Мы получаем вот те самые контуры, как я и показывал в начале ролика. Теперь к движению. Для того, чтобы вручную постоянно не анимировать этот щит, мы нажмем правой кнопкой по параметру центр, Modify With и выберем модификатор Perturb. Переходим во вкладку модификаторов и Y-Scale уберем в 0, потому что, насколько вы помните, там щит колебался в горизонтальной оси. А X-Scale мы сделаем 0,1. Теперь Straight мы увеличим где-то до 1,6-1,7 приблизительно. Wobble 6,5. Этот параметр придает такого дрожания. И скорость надо поднять очень сильно до 35 приблизительно. И теперь давайте посмотрим вот в этом вьювере, что у нас получается. Вот так у нас колеблется щит. Отлично, это приблизительно тот результат, которого я ожидал. Дальше. Давайте сразу добавим ноду Merge после трекера. Дальше. Давайте возьмем ноду Directional Blur и подключим к ней выход ноды Magic Mask. С помощью этой ноды мы придадим еще больше разнообразия этому эффекту и добавим чуть больше динамики. Давайте выведем ее в левый вьювер и посмотрим, что у нас здесь есть. У нас есть Blur Straight параметр, то есть это степень размытия, и Blur Angle. Нам нужно, чтобы Blur Angle был 0, и таким образом у нас будет именно горизонтальное размытие. А вот Blur Straight мы также анимируем с помощью модификатора для того, чтобы не выставлять кучу ключей. Поэтому нажимаем правой кнопкой по Blur Straight, Modify With, и здесь мы выберем модификатор Shake. Он очень похож на Perturb, делает приблизительно то же самое. Но у него можно выставить пределы, то есть минимум и максимум задать явно. Минимальное значение оставим 0, при этом значение у нас будет не размытое изображение, но периодически оно будет изменяться до 0,5. И плавность, то есть параметр smoothness, уменьшаем, не прямо в 0, но вот где-то 0,5-0,6 пусть будет. И таким образом мы получим следующее. Что-то, наверное, маловато. Давайте не 0,05, а 0,5 сделаем. Вот так, отлично. Теперь мне уже нравится. Теперь давайте наложим щит, который мы сделали с помощью ноды Duplicate, поверх нашего героя, только уже с размытием с помощью Directional Blur. Для этого выход ноды Color Corrector перетягиваем к выходу ноды Directional Blur, и у нас образуется автоматически нода Merge. Давайте выведем ее в левый вьювер, и у нас получается вот такая штука. И теперь выход этой ноды Merge давайте подключим в ноду Merge 1. И смотрите, у нас Media Out уже выводит готовое изображение. И если проиграть, у нас получается следующее.
Вот примерно так. Теперь в ноде Duplicate нам нужно включить Motion Blur. Давайте чуть-чуть поднимем качество и увеличим Shutter Angle для того, чтобы размытие было посильнее. Так смотрится уже гораздо интереснее. Теперь нам нужно сделать так, чтобы у нас щит покрывал не полностью персонажа, а, как вы помните, в фильме было, что он как бы частями. Для этого нужно создать некоторую маску. В качестве маски будем использовать ноду Fast Noise. Берем Fast Noise, выведем его в левый viewer, чтобы легче было настраивать. Давайте поднимем Scale, контраст. Brightness можно оставить на том же уровне. Ну вот приблизительно так. Но контраст еще увеличим. Где-то можно поставить 6. И можно немножко добавить details, чтобы был градиент от белых пятен к прозрачности. Дальше. Для того, чтобы вот эти вот части щита по телу перескакивали не плавно, а вот так прерывисто, как в фильме, нам нужно добавить после ноды Fast Noise ноду Stop Motion. Поэтому нажимаем Shift пробел, находим ноду Stop Motion. В ноде Stop Motion Frame Repeat. Давайте поставим пока 4 и посмотрим. Смотрите, если вывести ее в левый вьювер и запустить нашу анимацию, мы ничего не увидим, потому что в Fast Noise мы не подняли Seed Rate. Fast Noise будет обновляться лишь каждые 4 кадра. Давайте еще немножко поднимем Seed Rate для того, чтобы изменения были более явными. И, наверное, 4 кадра многовато, давайте поставим 3. Вот так. И теперь выход Stop Motion подключаем во вход маски ноды Merge 1. И теперь смотрите, у нас щит уже отображается частями. То есть здесь есть, здесь, а вот здесь, например, его нету. Но если проиграть видео, то видите, он перескакивает по персонажу. Теперь, насколько я помню, в фильме щит появлялся тогда, когда был какой-то момент удара по телу, либо же когда атакуемый парировал этот удар. Поэтому давайте сделаем так, чтобы щит появился именно в тот момент, когда оппонент будет атаковать нашего героя. Находим такой кадр. Так, смотрите, вот здесь у нас герой справа атакует того, кто слева. Поэтому пусть где-то здесь, ну вот пускай в 50-м кадре для удобства у нас этот щит начнет появляться. Поэтому переходим вот сюда в ноду Merge, идем в Settings, убираем Blend в 0 и нажимаем ключевой кадр. И где-то в 55-м кадре щит у нас появится. Но не выводите Blend на 100%, а поставьте чуть меньше, потому что щит все-таки должен оставаться еще более прозрачным. Я поставлю где-то вот так. 0,7 пока что. Дальше у нас продолжается здесь атака. И вот тут она заканчивается. Вот где-то в 72-м кадре снова ставим ключевой кадр, ничего не меняя. И вот здесь давайте щит уже отключим. Вот так. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Ну что же, друзья, выглядит достаточно неплохо. И, в общем-то, на этом можно было бы даже закончить, но если вы смотрели кино, то могли заметить, что при успешном попадании щит менял свой цвет на красный. И давайте просто добавим небольшое красное пятнышко именно в момент как бы укола. Даже если он был парирован, тем не менее так просто будет смотреться немного интереснее. После ноды Color Corrector давайте добавим еще одну ноду Color Corrector, но здесь мы все уведем в красный цвет. Вот где-то так. Все стало красным, ничего страшного, сейчас мы это поправим. Дальше добавляем ноду Ellipse и добавляем ноду Transform. Ellipse подключаем в Transform именно в желтый вход, а вот выход ноды Transform в синий вход ноды Color Corrector для того, чтобы ограничить действие вот этого Color Corrector красного. Теперь в ноде Ellipse нажимаем правой кнопкой по центр
Connect to, выбираем Tracker One Pass Position. И видите, он нас переместился к голове, потому что мы голову и тречили. Давайте сделаем поменьше сам эллипс, вот где-то так. И с помощью ноды Transform давайте его отодвинем. Он также будет привязан к трекеру, но будет немножечко смещен. Вот где-то так, пускай краснеет рука. И теперь в эллипсе еще давайте сделаем Soft Edge. Теперь давайте сделаем анимацию, чтобы не всегда рука была красной, а только в момент укола, а потом становилась опять синего цвета. Вот давайте где-то в 60-м кадре поставим ключевой кадр напротив параметра Level в ноде Ellipse. Вернемся буквально несколько кадров назад и уберем Level в 0. Вот пусть несколько кадров он побудет красным. Еще пара кадров вперед и уберем. И теперь, если проиграть анимацию, то получится следующее. Видите, был такой красный всплеск. Это добавляет такой динамики, и теперь эффект смотрится интереснее. Ну что ж, друзья, а у меня на этом, в общем-то, все. Чтобы проработать второго персонажа, в общем-то, вам нужно просто повторить те же самые действия и все. А часть ноты вы вообще можете просто скопировать. Большое спасибо за просмотр. Надеюсь, видео было вам интересным и полезным. Всем пока!